М, Бардак, конечно, везде. И вы знаете, вот на самом деле становится как-то даже смешно, где-то смеешься по-детски с наивных, да, западных там каких-то представителей, журналистов. Сегодня британский журналист, британский. Вообще сейчас очень такая интересная история. Как-то британцы себя, ну, специфическим образом ведут. Причем речь идет о журналистах, об изданиях. А там сам Стармер говорит, давайте мы вам сейчас напишем план, как в Газе, мы давайте все. В общем, как бы спрыгивают потихоньку с войны. Ну, это так видится. Может быть, это ошибочное мнение, но видится. Так вот, британский журналист Уоррен Тортон заявил, что Киев искажает данные о потерях вооруженных сил Украины. С таким обвинением в адрес украинских властей он у себя в соцсети X разместил видео, которым уже ну, вот несколько, ну, пару недель точно, неделя железно, значит, свежие могилы на окраине Днепропетровска. Подобное захоронение пишет, что в Запорожье, Харькове, Черкасах, и по его словам, с начала войны Киев потерял, внимание, это Уоррен пишет, да, Киев потерял 2 миллиона человек. Вот, собственно, да, вот, собственно, Вже это третій видео. Да. цей Он здесь объясняет там, субтитрами. всі Это вот, могили викопані лише з початку вересня. Для ну, загиблих как бы військовослужбовців. украинский человек, наш украинец, он объясняет, что смотрите, сколько могил про запас нарыли под Днепропетрово. И говорят, это не покажут по телевизору, это по телемарафону не пройдет. Алексей Николаевич, не действительно может так оказаться, что гораздо больше? Абсолютно нереально. По той простой причине, что первое, что значит боль гораздо больше? Мы не знаем официальных цифр, их никто не называл. Раз. Во-вторых, как бы, ну смотрите, в Украине перед войной было примерно 34-35 миллионов человек, приблизительно, да? Сегодня, допустим, из них там 10 миллионов – это взрослые мужчины. Из них там 7 миллионов призывного возраста. 2 миллиона – это значит убит каждый пятый взрослый мужчина в Украине. Это колоссальные цифры, которые невозможно было бы, первое, скрыть. Второе, ощущал бы на уровне социальных практик и психологических любой гражданин Украины. Ну, то есть в вашем окружении сколько у вас знакомых взрослых мужчин? Человек 40-60, наверное, Не, есть, ну не у меньше. меня больше. Ну, гораздо больше вы журналистам, да, у Да. вас 300. Это значит, 60 из них были бы убиты. Из 300 ваших знакомых. Ну, такого же явно не наблюдается, правильно? Погибшие есть у всех. Есть много погибших, там, в зависимости от среды. Например, у меня огромное количество знакомых среди военных, соответственно, большое количество погибших. Но 2 миллиона – это нереальная цифра. Я говорил, по моим прикидкам, не спрашивайте, это очень долгая история, как я их прикидываю. Потери убитыми Украины на сегодня, наверное, 1160. Так, где-то плюс-минус. По моим прикидкам. Мгм. Я могу ошибаться, я живой человек со всеми этими самыми. Но приблизительно вот так. 2 миллиона абсолютно нереально. 2 миллиона погибших – это 6 миллионов раненых. То есть это вообще все взрослое мужское население Украины было бы либо убито, либо ранено. Хотя бы по разу ранено. Кроме того, ну, силы обороны Украины все вместе 1 100 000. 2 миллиона убитых – это значит, армия дважды обновила. Не армия, а все ведомства силовые дважды обновила свой состав. Все умерли, и второй раз набрались, и опять умерли. Ну, это явно не так. Ну хорошо, смотрите, я думаю, что... Скрывает, Я... скрывает это, если бы мы говорили, что у нас там 45 тысяч убитых, как говорили еще год назад. А их реально там оказалось бы сильно больше, там в 3 раза больше, например. Зеленский Но, говорил, да, это важный пункт. но на какие цифры ориентируется этот джентльмен, когда он сообщает такую информацию? Смотрите, в том-то и дело, что раньше от этих джентльменов подобного мы не слышали. Британского разлива и пошиба. Человек, бывающий в Лондоне, Алексей Арестович, что думает по поводу британского флюгера? Поменял ли он направление? Ну, поменял, я же давно это констатировал. Есть такая газета издательства «Телеграф», которая, ну, говорят, британские таксисты очень сильно любят пить кофе и вообще дружат с МИ-6.
Так мы с вами обсуждали еще когда? Во время картонного протеста, что написал Телеграф. А Телеграф написал, что Зеленский негодяй, коррупционер и вообще нехорошо. «Экономист» – очень специфическое издание, не чуждое британским элитам. Третью статью подряд выпускает, где Зеленский коррупционер, подавляет политическую оппозицию там, и прочее, прочее, прочее. Поэтому ну, по Украине, конечно, ходят темные слухи, что Зеленского списала уже Британия и сделала ставку на Залужного. Ну, да, мы можем констатировать, что эти слухи ходят. Некомплиментарные публикации в британской прессе в отношении Зеленского полно за последние полгода. Но хорошо, да. Что это меняет? Зеленский партия войны, Залужный партия войны. Что это меняет для украинцев? Ну, в подтверждение ваших слов, вот карикатура, телеграф, ну, Мгм. карикатуры, октябрь Мгм. 25 год. Мгм. Добрый вечер, уважаемые жители, граждане. Я съездил в Вашингтон и получил только вот эту паршивую футболку. Это карикатура конкретно за телеграф, то, которое вы упоминали. Ну, это так, как бы к Ну, иллюстрации да, ваших слов. там все непросто. Поэтому что для нас это меняет по большому счету? Вот завтра не стало Зеленского, пришел Залужный. Ну, он, возможно, будет более эффективно руководить войной. Но это же означает, что война первая продолжается, второе продолжается неопределенный срок. Так а как Да, да, британцев, да. ну, скажем, отвадить от войны в Украине? Украина не может их отводить от войны. Их может отводить, например, США. Но, поверьте, между США и Британией США всегда выберут Британию. Между США, вернее, и Украиной. Между Британией и Украиной США всегда выберут Британию. Поэтому это как бы непростая история. А, Давайте еще один вопрос, друзья. Пожалуйста, поставьте лайк, и скоро будем подводить итоги. И перейдем к вашим вопросам. Их, кстати, очень много к Алексею Николаевичу, и поэтому мы, в общем, обязательно постараемся как можно больше успеть. Значит, ожидаются же блэкауты жуткие и страшные. Значит, Зеленский заявил, что на 2 миллиарда на газ. Параллельно с этим сегодня сообщили, что импорт электроэнергии Украиной вырос, о боги, на 64%. Значит, страна переходит к экспорту. Главное направление Венгрия. Представляете? При оценке консалтинговой компании «Экспо» за рабочую неделю с 13 до 17 числа в украинскую энергосистему импортировали 56,5 тысяч мегаватт-часов, что на 64% больше, чем на неделе раньше, 34. В общем, понятно, венгры, чуть-чуть румыны, поляки, словаки и молдаване нам, так сказать, поставляют электроэнергию. Возникает главный вопрос, а за чей счет банкет? Ну, и действительно ли, кроме как там в Пурл скидываться американцам заплатить, чтобы ружья были, это же Кая Каллас, она трибунал сегодня создала, и сегодня же призналась, говорит, 300 тысяч из 2 миллионов снарядов мы не смогли сделать в этом году. Ну, то есть, а тут еще надо электричество покупать для Украины. Получается, это полное обеспечение страны. Ну, принцип же какой стратегии, что мы воюем на чужие деньги. И это касается всего. Очень много направлений в Украине. От защиты объектов энергоструктуры, заканчивая там развитием целых кластеров ВПК, не состоялись, потому что ответ на предложение это все развить всегда был один и тот же. Нам дадут или нам купят. Вот и вся разница. Вся логика происходящего. Ну, в данном случае купят электроэнергию хорошо. Но там с электроэнергией специалисты говорят, не так все просто, потому что мы же ее вырабатываем. Тут вопрос ее распределения. У нас же атомная станция. У нас избыток электроэнергии. Вопрос ее распределения. Что, возможно, часть из этого – это обмен. Часть закупается, часть отдается в Европу обратно. Энергосеть единая. С 24 февраля 2022 года у нас одна энергосеть с Европой. Поэтому часть обмен, часть закупается. Ну, здесь вопрос надо ставить шире. Как бы
если ставился вопрос о том Зеленским, о том, что 300 миллиардов не хватает на войну, не на экономику, на войну, не на социалку, только в этом году, их же где-то надо взять. Ну, где-то возьмут деньги или на электроэнергию, недаром там кредиты в счет российских арестованных активов, точнее, процентов на них накручиваемых и так далее. Принцип очень простой. Мы воюем на чужие деньги. Вся эта роскошь на чужие деньги. Вот. Хорошо это или плохо, история рассудит. Скандал сегодня был с Зеленским. Ну как скандал? Скандальчик. Или как? Недоразумение пикантного толка. Угу. Значит, в соцсети под названием Инстаграм Владимира Зеленского появилась публикация. Рядом, кстати, с первой леди публикацией. Это украинская онлифанщица. Причем все переполошились. Ну, у нее тоже как бы есть подписчики. Начали ей писать, да, говорить, что смотри, смотри, Зеленский тебя репостнул. О, ничего себе. Ну и быстренько удалили как бы это все дело. Видимо, то ли по ошибке, то ли каким-то образом. Тут и сейчас как бы такая главная интрига. Значит, я почему к вам с вот этим вот, так сказать, в клювике, да, полужелтым, полукаким. Значит, просто вы же бывший сотрудник офиса президента. Ну, очевидно, на поверхности версия, что сидел какой-то вот этот SMM-раб, которому, ну, в общем, и клацал, забыл переключить аккаунт, и вот, в общем, такая вот не туда нажал. И как бы тогда вообще становится страшно за воюющую страну, если кто-то у кого-то в руках как бы аккаунт Инстаграма наипотужнейшего, да, и он может там всяких телочек перепощивать. С другой стороны, а может это он сам? Ну вот так, ну так получилось. Бывает же такое, знаете, да, нажмешь не туда, потом раз, и вот так оно и все. Я не думаю, что он сам... Смотрите, власть устроена очень просто. Всем людям кажется, что если ее потрогать, останется золотая позолота на пальцах. Но власть – это плохо выбитый ковер, под которым много грязи заметено, обычно человеческой. Все эти СММщики ведут все эти аккаунты святая святых с того же телефона, с которого переписываются с девушками высокой социальной ответственности у себя же в телефоне. Ну, как бы легко промахнуться. Я сам несколько раз промахивался очень лихо, чисто потому что была мокрая рука. Ну, где-нибудь на море, там, выйдя с душа и так далее, потому что, ну, у меня был неописуемый случай, когда-нибудь, когда буду очень стареньким, я его опишу, сейчас еще нельзя, тоже очень веселый, примерно на эту тему. Мокрая рука Арестовича. Да, мокрая рука Арестовича, назовем это условно. Поэтому, ну да, запостил, вовремя спохватился, удалил. Тут да, было похлеще. Взломали секретные данные британских баз, в том числе там, где базируются самолеты с ядерным оружием, и выложили в Даркнет. Вот это покруче будет. Ядерное оружие все-таки, да, там и так далее. Ну, а то, что там на странице Зеленского, там где-то кто-то, Дима Литвин, наверное, где-то там, где-то дрогнувшей рукой. Ну, это бывает, что только не бывает в этой жизни. Ну, видите, как не стали отнекиваться. Потом, вроде ж, надо же поддерживать украинских онлифанщиц. Это ж украинская там была. Поэтому... Но они, да, украинские онлифанщицы очень подозрительные, со слов Гетманцева. Они не заплатили какое-то безумное количество налогов, которые могли бы пойти на закупку электроэнергии. И вообще всех их хватает доблестная нацполиция, потратившая 5 миллионов на просмотр порнографии, как она написала там, да? Бюджетных денег, да, и так далее. Украина веселая страна. Переименовали в Авдеевке за 2 дня до ее падения улицы, немножко поделили денег. Там дважды один и тот же лицей потратили сколько? 600 миллионов. Его дважды разрушили там при фронтовом городе каком-то там. Ну вот OnlyFans там поймали. 5 миллионов потратили на просмотр, чтобы они суки знали. И так далее. Да, Сегодня друзья. другая публикация, что 1,5 триллиона гривен в тени, по-моему. Потому что одних облагают налогами в Украине, а других не облагают вообще, и они горе не знают. Страшно представить, чем их облагают, понимаете, Алексей Николаевич. Ничем их не облагают, им возвращают там всякие НДС и прочее там. Поэтому в стране система отношений 17 века, мы тоже с вами об этом говорили. Панам можно все, под панком можно, в зависимости от того, как обслуживают панов, а товарищи попроще в лесопосадку, под кабы.
Так, значит, перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья, но перед этим подведем итоги. Значит, вы за что? Спрашивали мы сегодня весь эфир. 11% за мир, ну, пускай немножко повоюют. Как там, заборчик поправить еще надо, еще там на шубку насобирать, пускай еще повоюют, нормально. 11% таких. 12% за продолжение войны, мол, самый тяжелый этап мы уже проскочили, а дальше по-любому, ну вот уже дно этой синусоиды, дальше попрет наверх, вот сейчас вот так вот будет лучше. 18% я против всех, все хороши, только на войне богатеют. Ну, то есть, против всех. И, в общем, значит, 60% большинство за немедленный мир, потому что дальше мрак. Вот такие итоги мы получили. Все за мир, потому что дальше мрак. Алексей Николаевич. Осталось. Запомнить это крепко. И когда случится реальный вариант поменять что-то, например, выборы, не забыть и не забыться, что вы за мир. Потому что буду делать все, чтобы следующим президентом был тоже человек из партии войны. А это означает вторую войну, не прекращающуюся войну. Друзья, переходим теперь к вашим вопросам. Поехали. Вопросы клуб, те, которые во время эфира по QR, сообщество и 2 чата Алексея Николаевича и мой прямой эфир. Значит, поехали. Режим Блиц, но не обязательно. Все как всегда в нашем эфире. Алексей, вы как симпатизант монархии, если подвернется случай, готовы ли вы принять титул и основать династию на престоле? Обязательно, как только подвернется случай. Главное, не пройти мимо. Следующий вопрос от пользователя. Хватит ли 2 президентских сроков, чтобы не перестроить страну с основания? Чтобы перестроить страну с основания. Зачем менять главу государства, если он отлично справлялся? Не разумнее ли проводить выборы, когда начинается отрицательный рост? Разумно, но кто и когда поступал разумно? К тому же некоторые реформы, они таковы, что сначала они дадут обратный эффект, это как массаж. Когда массируют больное место, сначала больнее становится, потом идет выздоровление. Поэтому если сразу судить за отрицательные эффекты, то любой глава державы недельки 3 пробудет на должности, может быть. Так не делается. Делается по-другому. Есть соответствие избирательной программы, ее невыполнение должно быть предметом, например, рассмотрения в парламенте. Так можно сделать. Чтобы сделать главное должностное лицо, как и все должностные лица, подконтрольными избирателю. Вот это нужно сделать в политике. Но они же добровольно этого не сделают. Они сделают это только под давлением народа. А народ не спешит давить почему-то. Поэтому раз за разом повторяется одна и та же история. Что касается 2 президентских сроков, на самом деле при желании 2 лет хватит. Оптимистичненько. Так, Алексей, признайтесь, вы подчеркиваете для себя с канала «Здравого смысла» Евгения Панасенкова некоторые месседжи и мысли? В крайний раз я смотрел Евгения Панасенкова 2 года назад. Поэтому, конечно, подчеркиваем. Конечно. Вот все, что запомнил с тех пор, повторяю, все 2 года. У вас хорошая память. Следующий вопрос. По вашему мнению, какая форма государственного устройства более органична для Украины? Кто его знает? Не знаю. Все говорят о снижении президентской роли. На самом деле от президента к президенту значение президента только растет. Я бы попробовал американскую модель, когда нет премьер-министра и всем управляет, главой исполнительной власти является президент. Объективно. При сильной роли парламента. Вот американская модель, и очень сильной роли местных властей. Вот это бы, я думаю, это вариант для Украины. Всеволод Деточка интересуется. Вы человек не глупый, Алексей Николаевич, и, безусловно, понимаете, как ваши слова воспринимают общество. Складывается ощущение, что вы сознательно разрушаете свою репутацию, превращая в себя как бы в шута при дворе хаоса, свободного, но без опоры. Шута, которому можно говорить все без страха, менять мнение, атаковать власть и толпу одновременно. Но если раньше, и в классике шут делал это ради короля, то ради кого и ради чего это делаете вы? Ради
истины, свободы или ради эксперимента, прежде всего над самим собой? Ну, такой вопрос. Как-то ради правды, по-моему, насколько я помню себя. Крайний разговор с собой на эту тему ради правды. Ну, давайте тогда продолжать. Значит, ну, это, ну, интересно, конечно, интересно. Ради себя все-таки. Так, следующий вопрос. Пример Украины наилучшим образом раскрывает эту мысль. Лучший аргумент против демократии – это разговор со средним избирателем 5 минут. Зеленский человек, мягко говоря, не самый умный. Дурачит украинцев на протяжении как минимум 4 лет. Загоняет их силой в бусики и заставляет воевать за свои интересы. На самом деле за интересы бритов, но это уже другая история. А они, украинцы, даже не могут это осознать, даже не могут понять и проснуться. И все это происходит в 21 веке, когда люди уже скоро на Марсе будут жить. Как вы можете объяснить этот феномен? И почему украинцы так сильно пострадали в плане интеллектуальных способностей в пользу символизма? Да они не пострадали. Они всегда такими были. Это особенность формирования современного украинского менталитета, закладывавшийся в конце XIX века, когда спорили между собой проекты национальной Украины. Очень большая ставка была сделана не на содержание, а потому что Украина единственная нация в мире, которая, история которой, то есть попытались написать как историю народа, а элиты всегда были плохие, продажные и так далее. Это от Грушевского пошло. Львовские лекции 1906 года, по-моему. Он сказал, что главный исторический деятель для Украины – это народ. Угу. Народ, который, в принципе, еще не знал, что он украинец к тому моменту. И неграмотный был. Да, да, да. А элиты все плохие. Поэтому народ же надо было объединять как? На простых, понятных, символических вещах. Причем простые на уровне детского сада, на лубке. Вот. И поэтому лубок с тех пор это стало вещами, на которые принято ориентироваться. Очень простые вещи, такие типа золото гетмана полуботка, там еще что-то и так далее. Поэтому народ научили мыслить в той части, где он мыслит, ориентироваться на яркие фейерверки в небе, на фантики. Да. Никто не считает, там, не принято считать содержательные вещи. Поэтому что их обманывать? Они сами рады обмануться. Все как идет же все очень просто. Украинская администрация с 91 года, любая, работает как колониальная администрация. Она правой рукой выдает фантики, левой их требует. За кулисами, за спиной происходит там реальная дележка. Вот. Кто верит в декорацию, либо верит в то, что за декорацией, каждый выбирает сам. Украинцы устроены очень просто в массе своей. Они на кухнях и между собой говорят о том, что за декорациями, и глубоко возмущены. А на публику поддерживают декорацию изо всех сил. Все правильно, все украиномовные, все за ЗСУ, все так далее, и так далее. Потому что такова традиция народа. Не важно, что в хате, важно, чтобы дом был побелен и выше, чем у соседей, забор чуть выше, чем у соседей. Поэтому сложился общественный консенсус. Элиты поддерживают декорацию, народ голосует за декорацию, иначе это же не патриот, улица осадит. А за кулисами каждый пытается выживать как может. Народ по-своему, элиты по-своему. Часто это все в симбиозе. Разрушить эту систему, сказать король голый, поломать декорацию, показать реальное устройство Украины можно. Вот, например, я пытаюсь это сделать. Вот, охочих таких очень мало. Особенно глядя на мою биографию. Все стараются не делать как у Арестовича, чтобы не было как у Арестовича. Это да. Вот, поэтому все гармонично движется туда, куда движется. Это все происходит по общему согласию. Это надо очень четко понимать. Как Алексей относится к последнему обмену телами 20 на 1000? И это точно 140 тысяч погибших, вы уверены? 100% даю вам, что цифры примерно такие, 165 где-то. Почему? Потому что Россия наступает, имеет возможность собирать тела, мы отступаем и не имеем возможности их забирать. Вот все очень просто.
Алексей, как вообще в теории возможно выйти на конец войны, а если точнее, то западному миру нет никакого смысла заканчивать войну, ведь чем больше русских украинцев поляжет, тем лучше. Россия ослабнет. В то же время взгляд людей в Украине обращен на Запад, и на него не ориентируются, то есть принимают его слова за чистую монету и собственную, потому не хотят заканчивать. То есть единственной теоретической причиной конца войны может быть западное человеколюбие. И вопрос вдогонку. Единственный видимый вариант бытия Арестовича президентом, если украинцы таки разочаруются в Западе и закончат войну на условиях России, и только после этого Алексей сможет пройти в президент. Но ведь в такой ситуации, если это произойдет, уже могут появиться более очевидные кандидаты пойти. И зачем тогда звать Алексея? А Константин из Вирджинии спрашивает. Цитируя Ксению Анатольевну, есть невеста и покраше. Ну да, она так и говорила, да. Я могу вам только пожелать счастья со всеми этими новыми невестами, которые лучше, чем я буду. Я всегда на моей маленькой яхте с моими большими омарами всегда отлично поплаваю вокруг земного шара. Он такой большой, безбрежный и интересный, что вы себе даже не представляете. Хороший от Юрца вопрос. Алексей, в ВСУ еще остались те подразделения, удерживающие позиции с 22 года? Или после падения Серебрянского лесничества неприступные крепости уже закончились? Например, 54-я бригада плюс-минус держит свои позиции с 22 года. На северском направлении. Там же как раз... Не, северская не сдвинулась. Их подвинули чуть-чуть, часть они даже отвоевали обратно, в общем, там через Полосица. Но примерно бригадный район обороны как стоял, так и стоит. Здравствуйте, Василий, Одесса. Посмотрел ваше интервью с Собчак. Так вот, что я вам скажу. Все вроде бы ничего, но обувь мне ваша не понравилась. Ой, одесситы, конечно, со своим юмором. Да, я учту обязательно. Я строго сейчас прямо пойду, поставлю эту обувь на тумбочку и строго ей выговорю. Это да. Да. Так, может быть, Алексей успокоит Юрия Игната. В свое время было заявлено, что из-за нехватки ракет Россия использует устаревшие ракеты С-300. Сейчас вроде как ракету хватает у России, а Игнат по привычке отчитывается о несбитых ракетах украинских ПВО. Вообще с ПВО беда какая-то. Юрий Игнат, это после того, как он публично оскорбил полковник, оскорбил женщину, народного депутата, это не та фигура, которой я хотел бы уделять какое-нибудь внимание. Чаты трансляции, поехали. Здравствуйте. Как продлили сроки АЭС в Украине? Вроде по правилам МАГАТЭ нельзя. И что делать дальше, когда сроки в 1932 году закончатся? Почему Россия не бомбит мосты через Днепр? Нет возможности? Мосты через Днепр – капитальное сооружение, которое не так просто уничтожить. Пролет можно выбить, хотя и это сложно, но он очень быстро восстанавливается. А опору повредить, вы видели украинские попытки поломать Крымский мост, например. Поэтому это нетривиальная задача. Они пробовали и решили, что овчинка не стоит выделки. Видимо, коэффициент полезного действия маленький. Что касается продления, так а что их не продлевать? Они по всем правилам эксплуатируются. МАГАТЭ приехала, проверила и продлила. Угу. Если бы они эксплуатировались не по правилам, то они бы либо остановились, либо поломались. Пока ни того, ни другого не наблюдается. Значит, вопрос. Объясните Христа ради. А что там с долгами в Украине? Кто или их будет отдавать вообще? Спасибо. Жанет. Как говорит Алексей Кущ, у нас случилось прекрасное событие пороговое на прошлой неделе, когда госдолг Украины стал больше 100% впервые. Есть государства, которые так живут, есть государства, которые набирают очень много. А мы набираем. Кто их будет отдавать и как, это большой вопрос. Пока стратегия воюем чужими деньгами. Вопрос Алексею Арестовичу. Есть ли у Украины шанс выиграть войну без победы на фронте? Например, через внутренние трансформации и международную усталость от конфликта? Нету. Существует ли в этой войне понятие победы, или это лишь переход в новую форму борьбы? Что такое победа? Каждая сторона объявит это победой. Трамп, слышали, что сказал? Объявите наконец-то победу каждая, да, и успокойтесь уже.
Каждая страна объявит это победой. Украина скажет, они нас же полностью не завоевали, а вот мы, значит, мы победили. Они же хотели уничтожить всю нашу независимость полностью. Россияне скажут, мы вписали 4 региона в Конституцию, мы их себе вернули. Ну, значит, все, это наша победа. А, Вот, в общем, пользователь, вопрос гостю. Извините, что не читаю, просто сейчас там такая история через собачку, да, вот пишется, и там уже не ваше имя, которое вы там себе гордо написали, а в чате вот так высвечивается, поэтому кого понимаю, того называю по имени, поэтому не серчайте, друзья, поставьте лайк, пожалуйста. Вопрос гостю. Как считаете, Путину и Зеленскому есть с чем поздравлять свои народы на новый 26-й год, или уместнее просить прощения? Ну, я бы просил прощения на их месте, но они будут поздравлять. Что будет со всеми ТЦКшниками за их кровавое преступление, если вы станете президентом? Привет из Одессы. Если я стану президентом, будет создано несколько парламентских комиссий, объединенных комиссий спецслужб, МВД, прокуратуры, Генштаба и парламентские, еще с межпарламентскими связями, скорее всего, по расследованию причин этой войны, подготовки ее, хода, решений, которые принимались, осуществлялись, и по результатам будут приняты соответствующие решения. Вот. А расследовательной деятельности ТЦК, а шире Главного управления персоналом Генерального штаба, куда сходятся все ниточки, и тех добрых людей из Офиса президента, которые все это курируют и поощряют, это отдельная совершенно история. Ее нужно во имя будущего Украины, если оно и суждено, провести со всей тщательностью и поступить по суньцзы. Кто был молодец, того наградить. Кто был не молодец, поймать и наградить дважды. Алексей, вы говорили в прошлом эфире у Шелеста, что переговорный трек активизируется как минимум следующей весной. Почему же он тогда активизировался буквально через 2 дня после ваших слов? Потому что он все время будет то активизироваться, то не активизироваться. Я не говорю, что он активизируется. Я сказал, что он станет похожим на реальность к весне, скорее всего. Пока это все ни о чем. Так, вспоминают вам, что Киев станет новым Иерусалимом. В 2014 году вы такое говорили. Насмотрелись на этих? Он мог бы стать новым Иерусалимом, но его решили сделать новым... Даже не знаю, где были гонения на церковь. Но новым Римом издания 1 века нашей эры. 1-2. Так. Сбор на пикап. У меня возле дома на них ТЦК катается. До Донбасса 140 километров. Вам не смешно? Спрашивает пользователь. На тот пикап, на который я собираю, катаются прямо на линии фронта. Это мои хорошие знакомые. Значит, переходим в чат Алексея Арестовича. Ну, там как раз сбор на пикап на его канале. И его чат. Значит, Алексей, то, что вас затравили обе стороны, не является доказательством договорника этой войны. По сути, по их планам мир не нужен сейчас, и вы просто лишние в этой игре. Ну, пусть повоюют еще. Кто мы такие, чтобы им запрещать? Марианна Л. Алексей, почему, решив критиковать Зеленского, вы стали его оскорблять и переходить на личности? Разве вы не понимали, что оттолкнете от себя людей? Вы же понимаете все в психологии. Да, я свободно самовыражался и, честно говоря, не очень сильно жалею. Почему наши власти считают, что стратегически важнее бомбить дальние МПЗ, чем ближайшие аэродромы, с которых взлетают тактические самолеты, заряженные кабами и фабами? Они аэродромы пытаются бомбить, но там не все так просто. Как украинскую авиацию трудно поймать на аэродромах, российскую точно так же. Она там не находится долго, она все время меняет позиции, тактической авиации не составляет особого труда перелетать и так далее. А НПЗ здоровый, стоит на месте, и куда он денется, бедняк, и очень уязвимый. Но кроме того, не забывайте, что речь идет о перераспределении нефтегазового рынка Европы. Это совсем другая история. Подороже. Если ты воюешь за чужие деньги, то, наверное, тебе люди, которые дают тебе эти деньги, имеют какое-то влияние на твою стратегию, правильно? Вопрос, сколько останется НПЗ в России к весне? Зачем
В Раше бензин, ведь полезно людям пешком ходить. Не получится ли, что ВСУ россиян оздоровляет и экономит их бабло? У вас какой... Может и получится. И более здоровые россияне радостно завербуются и пойдут, да, в Украину воевать. В принципе, логично. Вопрос Алексею Арестовичу. Почему Зеленский устроил гонение на Украинскую православную церковь? Потому что ему рассказали, что это вражеская организация, где сплошные шпионы. Я бы хотел, чтобы вы здесь подробнее, кстати, остановились, потому что через 10 дней будет новый суд. Ну, как новый? Он-то должен был 30 сентября, а будет 30 октября. И на этом суде вот это вот открываются двери к официальному по новому закону вот этому запрета Украинской Православной Церкви. Получается странная вещь, да? Вроде как, ну, не до церкви многим, всем бы выжить. Но демографию покосили, да? Я сегодня тоже на эфире вспоминал, что получается, что вот эта война и вот эта борьба с церковью, Десятинную церковь первую разрушил хан Батый. При хане Батые и при Зеленском. И вы понимаете, какая штука интересная? Ведь это прямо пропорционально тому количеству украинцев, которое сейчас есть. То есть начали гнать церковь, и украинцы сокращались, потом война, потом вообще вымирают, погибают, и никто не улавливает связи, да, между такими страшными событиями и вот этим гонением церкви. Современные атеисты могут в это не поверить, но просто на уровне здравого смысла. Есть общественная организация, которая по разным данным насчитывает от 3,5 до 6 миллионов человек. И ты решаешь ее немножко пощипать, немножко порепрессировать, а потом запретить. На что ты рассчитываешь? Вот интересно. На общественную мир, злагоду, какой-то там, не знаю, рост поддержки, чего там еще, отсутствие последствий или только благоприятные последствия и так далее. Они не очень умные там люди, скажем так деликатно. Иначе бы они так не делали. Это даже если не брать мистический аспект, а просто на уровне здравого смысла, допустим, атеисты рассуждают, да? Как бы, так просто не делается разумными людьми. Это может быть чей-то заказ? Ну, из-за рубежа. Да я не думаю, что там так мыслят. Могли сказать следующее, посмотрите, там шпион на шпионе среди клира. Но церковь даже не только клир, это еще и мир. Это прихожане. Как бы, да, большинство, многие из которых, очень многие воюют в тех же силах обороны, сражаются за Украину и так далее. Поэтому тут надо было быть тоньше. Я уже не говорю про важнейшие символические вещи, типа Киево-Печерской лавры, могилы святых там и так далее, Чаевская лавра. Так не делается разумными людьми. Но где же вы и когда видели там разумных людей? Все же очень просто. Если там есть шпионы доказанные, поймайте шпиона, продемонстрируйте, правильно? Скажите, вот этот уважаемый джентльмен, невзирая на сан, шпионил. Вот Извините, да. извините, Алексей Николаевич, вы вообще, ну вы же следите, вы же лучше даже меня знаете, особенно внутрянку вот этих спецслужб. Сегодня новость приходит. Задержали ячейку неокоммунистов, которые под кураторством товарища из Санкт-Петербурга создавали и возрождать УССР. Причем ячейки. Это все прилепили, подцепили какие-то там вот эти, подсняли. О каких доказательствах? Ну, показали. Бред же. Я говорю. Доказательства, которые примет независимый суд. И там, например, журналисты-расследователи, допущенные к этим делам, особенно международные, поскольку дело резонансное, тот же Христо Грозев, например, скажет, да, вот это, да, к сожалению, этот святой отец доказанный, да, как бы человек, который осуществлял подрывную деятельность против Украины в особый период в боевых действиях. Как бы, да, хорошо. Вот его взяли и осудили как гражданина, который занимался подрывом обороноспособности Украины, работал на врага. Ну, сколько таких может быть? Ну, хорошо, 7 десятков там поймали, 100 человек, допустим. Хорошо, где они? Где доказательства? Так их берут и обменивают. Потому что курс выгодный. Хорошо, обменивайте, просто докажите, что он шпион. Мы же как бы в правовой типа державе, такие же вещи доказываются.
а они просто голословно утверждаются. И вот тут, когда начинаешь разбираться, смотришь, что мы сегодня разбирали с вами нарушение систематической конституции по гражданству, санкции, которые на 8,5 тысяч человек наложены как бы незаконно. Ну, в отношении церкви там сошлось все на свете. То есть это организация, которая репрессируется максимально вне закона. И если там российские шпионы, скорее всего, есть. Поймайте и докажите. Докажите, покажите. Вот доказательства. Так нет же этого. Нам подсовывают какие-то неубедительные вещи, какие-то там найденные ордена, какие-то портреты Суворова, портреты там кого еще, там, я не знаю, что Николая II. Если это доказательство шпионской деятельности, ну, что-то не совсем у нас в порядке с теми департаментами службы безопасности Украины, которые занимаются церковью. Так топорно работать нельзя. Ну, погодите, ну, предстоятеля церкви Ануфрия забрали тоже паспорт. Тоже забрали гражданство урожденца Западной Украины, да, как бы человека из Черновцов и так далее, и так далее. Поэтому, ну да, вот в судьбе УПЦ, как квинтэссенции, сошелся весь правовой беспредел и весь этический нигилизм по отношению к собственным гражданам и собственным организациям, принадлежащим Украине. Все же очень просто. Если человек преступник, то следствие это устанавливает, суд что? Доказывает, вернее, следствие доказывает, суд выносит приговор, мы называем человека преступником после решения суда, правильно? А до этого, я напоминаю, он невиновен. Даже если он сидит в СИЗО, он считается невиновным. А правоохранительные органы старательно стараются доказать его вину, чтобы судья счел эту вину достаточно с объективной и объективной стороны и вынес приговор. А тут организация объявляется вне закона. Организация вне закона, содержащая, по разным данным, от 3,5 до 6 миллионов украинцев, с половиной миллиона. Каждый пятый гражданин Украины из тех, кто живет в Украине. Приблизительно получается. То есть объявлена война целому кластеру украинского общества. Каждому пятому гражданину. Он считается опороченный по факту и поставленный вне закона. Причем где? В делах совести, очень интимных вещах. Егор, вопрос. В Мелитополе была памятная табличка Дмитру Донцову, как побудителю украинства. Не считаете ли вы, что его идеи корнем сегодняшних проблем Украины являются? Считаю. Ой, какой хороший вопрос от Натальи. Собирается ли Арестович опять жениться? Нет. Так, значит, как вы относитесь к либертарианству? Кирилл спрашивает. Это выход для Украины? Это политическая теория, которая, по-моему, нигде никогда на практике не была верифицирована. Даже в Аргентине, несмотря на то, что там Милея записывают либертарианцы, но он не совсем либертарианец, судя по экономическим практикам. Поэтому делать Украину почвой либертарианского эксперимента мне неохота. Делать Украину землей свободы, где максимально доверяют своим гражданам и защищают их реальные права и свободы и расширяют, да, это реально. Назовите это либертарианством, назовите это как арестовичанством, пастафарианством, как хотите назовите. Мне важно, чтобы права, первое, защищались, второе, расширялись. А как вы назовете, это уже дело десятое. Так, началось здесь уже там. Друзья, значит, смотрите, есть, я знаю точно. Значит, тут уже смеются и надо мной, я знаю точно, что есть определенная прям целая программа, да, целые курсы записаны уже, есть и в планах наверняка тоже будут, потому что темы вечные по QR-коду Алексея Арестовича в его школе мышления и коммуникации есть вот эти все тонкости отношений женщина, мужчина, поэтому там вопросы, а жалеет ли там, что когда-то первый брак, о том в детском саду, первая любовь, это все. Понимаете, и вот это хорошо, что мы с вами, что мы сегодня с вами, ну... Если у людей есть силы и желание задавать такие вопросы после политического эфира, Да. Это означает, что никакие кабы еще не страшны, еще все бодрые и веселые. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Спасибо большое. До встречи. Друзья, берегите себя, добра.